И обязательно с телефоном у уха. Значит, здравствуйте. Это вторая попытка Это вторая попытка сделать сравнительный видосик между регистраторами. Значит, снимал я до сих пор на старом регистраторе, а сейчас снимаю на новом регистраторе. И вот хочется сделать сравнительное видео. Старый мой регистратор — это Garmin Mini 2, а новый регистратор у меня Viofo 119 Mini, тоже 2. Совпадений не думаю. Не думаю почему? Потому что не нравится, когда на лобовом стекле торчит большущий аппарат. И если сравнить по габаритам Garmin Mini 2 с Viofo 119 Mini 2, Viofo хоть и называется мини, но на самом деле он, наверное, почти в 4 раза или, может быть, 3 раза больше, чем Garmin. Вчера сделал одну попытку сравнить их, но ввиду того, что при монтаже нового регистратора я успел быстренько отклеить старый регистратор, значит, клейкая губка от старого регистратора уже не держала, и он постоянно отклеивался и падал, и уходила картинка куда-то вверх. В общем, можно было бы, но решил лучше сделать новое видео. Причина обновления проста. Старый регистратор меня абсолютно устраивал тем, что он очень малюсенький, очень маленький. Да, он без экрана, но это для меня не было абсолютно никакой, не являлось проблемой, потому что, из предыдущей практики я уже знал, что как бы экраном пользовался, я не знаю, практически никогда. Если даже что-то случается, то обычно либо снимаешь карту. Раньше приходилось снимать карту, когда регистраторы не имели функцию подключения по Bluetooth, по Wi-Fi, то проще было снять карту. А вот как и в случае с Garmin, то же самое, проще просто подключиться телефоном и либо скачать, либо просмотреть нужный материал. Хотя, опять же, чаще всего проще и удобнее, по крайней мере мне, снимать карту. Итак, если бы я не начал бы выкладывать вот эти видосы на канал, то, наверное, и не обновил бы регистратор. Но проблема в том, что Garmin снимает просто Full HD, хоть и с хорошим битрейтом, как заявляет производитель, но это все-таки Full HD. И да, я делаю апскейл картинки до 4К, но тем не менее, да, апскейл как-то там помогает, но тем не менее детализация не совсем. А новый Viofo, он, во-первых, 2К, снимает в 2К, он умеет снимать даже в 2К 60 FPS, 60 кадров в секунду. Но дело в том, что если снимать 60 кадров в секунду, то нельзя включить функцию HDR.
И при включении HDR можно максимум в 30 кадров в секунду снимать. Но это не проблема. Я не вижу большого смысла снимать в 60. Но зато при включении HDR, даже ночью, даже при свете фар прямо, вот, к примеру, впереди едущей машине, номер четко видно. Чего на камерах без HDR невозможно, потому что ночью там идет лютейший пересвет, вместо номера там просто белое пятно. И это достигается, насколько я понял, на вот этом Viofo новым сенсором от Sony Starvis 2, по-моему, он называется. И изначально я вообще подумывал и смотрел в сторону тоже Garmin. Но смотрел я в сторону Garmin, которые тоже там снимают 2К, 4К. Хотя 4К, я так понял, ночью хуже снимают, чем 2К и Full HD. Но я думаю, дай спрошу у ChatGPT. И ChatGPT подсказал, что вот есть вот такой Китай. Кстати, да, камера китайская, регистратор китайский. Но сам GPT сказал, что ты не смотри, что это Китай, это на самом деле очень хороший Китай, и знатоки пользуются, и все довольны. Это одни из самых лучших регистраторов, и если ты хочешь хорошую качественную картинку, то вот тебе Viofo. Ну и я выбрал, из Viofo выбрал вот этот Mini 2, который сейчас как бы новая модель. Ну, я не знаю, там год она как вышла, эта модель Mini 2. И вот эта Mini 2 на данный момент ночью, по-моему, даже люди говорят, что снимает лучше, чем там есть какая-то, не помню какой индекс, с приставкой Pro. Там есть такая модель. Так вот, ночью Mini 2 снимает даже получше, чем вот это Pro, исходя из того, что у нее вот этот новый сенсор от Sony. Garmin, вот это Mini 2, хотя надо бы подметить, что вышла уже Mini 3, то есть типа обновленная версия Garmin Mini. Хотя я понял, там не сильно много чего обновилось, но тем не менее. Если вы вдруг все-таки посмотрите в сторону Garmin Mini, знайте, что есть уже Mini 3. Так вот, на Mini 2 картинка, цвета картинки, они уходят в теплые тона, там, в желтый, в красновато-желтый, ну, больше желтит, скажем так, вся картинка. И до сих пор как бы даже как будто бы не обращал внимания, пока не посмотрел картинку с Viofo, которая уходит в другую крайность. На Viofo картинка уходит в голубые, в холодные тона. Такой неплохой такой шифт в сторону холодных тонов. Но это в посте, если есть такая необходимость, ну вот как у меня сейчас появилась необходимость из-за того, что я выкладываю эти видосики в YouTube, чтобы картинка была более реалистичной, чтобы она была более натуральная. Очень легко делается коррекция в видеоредакторе. Просто с Garmin я не обращал внимания, не замечал, а вот когда сравнил с новым регистратором, вот прям бросилось в глаза, что у этого уходит в синий, в голубой. И вот тогда я это и понял и обратил внимание, что Garmin уходит в теплые сильно тона. Про звук. Звук на Garmin достаточно неплохой, но он записывается достаточно тихо. Достаточно тихо, и, по-моему, даже немножко срезаются верхние тона.
верхние частоты. Когда на новом, на Viofa Mini 2, наоборот, срезаются как будто низкие тона и как будто бы усиление высоких частот. Ну, тона имеется в виду частоты, не тона. Хотя, может быть, можно говорить и тона в случае звука. Но при этом на Viofa есть еще 3 позиции регулировки с чувствительности микрофона. Сейчас пишется на... Ну, я выставил максимальную чувствительность. Кстати, давайте сделаем тест. Вот сейчас звук пишется, то есть воспроизводится, вернее сказать, с регистратора Garmin Mini 2. Сейчас вы слышите мой голос. Сейчас я замолчу, вы услышите просто шум в машине, услышали. Сейчас переключаемся на Viofa 119 Mini 2. Сейчас вы слышите мой голос на регистраторе Viofa 119 Mini 2. Сейчас послушаем просто шум в машине, послушали. А сейчас переключаемся обратно на внешний микрофон DJI, на который я пишу в данный момент, ну и сначала видео пишу голос. Оба регистратора продается, к ним есть, можно покупать и установить поляризованные фильтры. Сейчас на данный момент на обоих регистраторах они установлены. Я не помню на Garmin Mini 2 какова была ситуация без фильтра, потому что заняло немножко времени, пока мне его доставили. Ну, вроде бы было не очень плохо, или я плохо помню. Но вот новый регистратор я установил, и при установке я забыл взять с собой фильтр. Ну и первый маленький тест сделал без фильтра. Так вот, отражение торпеды просто почти что перекрывало большую часть картинки. То есть очень сильно было видно в кадре отражение из салона. Особенно если я ехал напротив солнца. Но это была почти что бесполезная картинка. Ну, конечно, я утрирую, но тем не менее. Но при установке фильтра ситуация изменилась кардинально. Ну, вы, наверное, уже видите, да, сейчас картинку. Ну, на данный момент прям солнце ушло за облаками, но тем не менее, мне кажется, я уже ехал когда было солнце. С тех пор, как видео начался. И картинка достаточно хорошая. Если честно, имея в виду, что регистратор как бы 2К пишет, и выставил битрейт тоже можно. Есть 3 позиции. Есть типа низкий битрейт, есть средний и высокий битрейт. Можно выставить для качества картинки. Выставил я, конечно же, самый высокий битрейт. Ожидал я, что картинка будет лучше. Ну, хотелось бы, чтобы она была лучше. Но, тем не менее, можно сказать, что она неплохая. И что не понравилось больше всего, это то, что иногда, даже при дневном свете, при солнце, иногда местами заметно какие-то шумы. Я не знаю, из-за чего они, когда они появляются, хотя я в каком-то ревью, в каком-то отзыве кто-то говорил, что в моменты, когда камера сильно нагревается,
она типа автоматом понижает битрейт и снимает в качестве похуже, пока она не остынет чуть-чуть. Я не знаю, если это тот случай. Стоит еще подметить, что я вот не помню, смотрел ли я видео после того, как я установил новую прошивку. Есть обновленная прошивка. Я вот не помню. Наверное, если не ошибаюсь, вот это я первый раз снимаю на новой прошивке, так что посмотрю, какая будет в этот раз картинка. Да, новый регистратор, Viofa 119 Mini 2 имеет GPS модуль. Насколько он точен, я не берусь сказать пока что, но вчера, да, вот начинаю вспоминать, вчера после установки прошивки я залез в машину установить регистратор обратно на лобовое стекло и обратил внимание, как быстро подключается к спутникам, как быстро ловит этот GPS-сигнал. И сразу после подключения, наверное, я не знаю, секунд 30, может минуту, я наблюдал, стоя на месте, как регистратор показывает аж до 6-7 км в час. А потом вроде бы он успокоился и показывал 0. Ну, он практически успокоился до нуля, и я не стал сильно дольше сидеть, смотреть, наблюдать, но вот я не знаю, может при подключении есть такой вот глюк, а может быть так, что даже в движении уже с устаканенным, так сказать, подключением он может вот так же продолжать показывать иногда 6, 7, 5 плюс-минус километров в час. Ну, это уже буду наблюдать, буду смотреть. Ну, в принципе, не знаю я, как сильно можно полагаться на такие спидометры, так сказать, и на такие данные. Но, тем не менее. Исходя из геометрии самого регистратора, получается, естественно, что влево-вправо его не покрутить при установке. То есть он приклеивается вместе с GPS модулем к лобовому стеклу, и влево-вправо уже его не повращать. Получается, у него только сам модуль камеры имеет поворот вверх-вниз, то есть регулировку вверх-вниз можно осуществлять, влево-вправо нет. Не знаю, насколько это может быть полезно, но тем не менее, вот такой нюанс. Ну, это идет из категории тех же Вуе, тоже китайские регистраторы, которые вроде бы как неплохие, я давно на них смотрел, но так и не дошли руки до них. Да, кстати, сейчас, чтобы было ясно и понятно, обе картинки и с Garmin, и с Viofa, имея в виду, что вы сейчас смотрите видос, который в 4К, естественно, обе картинки с обоих регистраторов, они апскейлены. Я не знаю другого слова по-русски, как это сказать. Ну, короче, картинка увеличена и качество улучшено в видеоредакторе до размера в 4К. Естественно, что если вы будете смотреть оригинал с одного и с другого, то, может быть, ситуация будет, наверное, чуть хуже. Что на одном, что на другом. Но даже при апскейле, конечно же, хуже ситуация на Garmin, потому что
картинка, она поменьше, получается во сколько? В 4, наверное, раза меньше или в 2 раза, я не помню. Можно посчитать, во сколько там раз меньше пикселей. И хоть и картинка улучшена, качество картинки хоть и улучшено, но все равно, когда у тебя исходник хуже, то и конечный результат будет хуже. Это само собой. Поэтому все равно есть смысл сравнивать эти две картинки, потому что я даже сравнивал их не просто на половину экрана, хотя я, наверное, вставлю отдельно полную картинку с одного и полную картинку с другого, чтобы вы могли сравнить. И все равно, вот когда сравниваешь полные картинки, хоть и апскейленные до 4К с улучшениями, там, с шумоподавлением и так далее, все равно разница есть. Оригиналы можете, наверное, посмотреть, найти в YouTube, есть с одного и с другого. Можете посравнивать нетронутые, так сказать, не редактированные, не улучшенные картинки с обоих регистраторов для сравнения. Кстати, по функционалу я не рассказал ничего. Значит, Garmin Mini 2 имеет всего 2 кнопочки и без экрана, как я уже раньше говорил. Одна кнопочка для включения-выключения записи звука. Вторая кнопочка побольше, то есть для записи, отключения-включения записи звука, она находится сбоку, поменьше. А кнопка по центру сзади, которая смотрит на меня вот сейчас, в данный момент, когда я нахожусь за рулем, для сохранения текущего видео. То есть в случае, если что-то там случилось, можно на нее клацнуть, и этот видеоролик не будет перезаписан. И это все, что есть на регистраторе Garmin Mini 2. С другой стороны, как я уже говорил ранее, Wiofa 119 Mini 2 имеет экран. Он небольшой, он маленький, но тем не менее он есть. И имеет, получается, 5 кнопок. Одна кнопка для входа-выхода из меню, и в то же время для фотографий, то есть можно в любой момент на нее нажать, он сделает, сохранит фотографию. Включение-выключение записи, включение-выключение записи звука, включение-выключение Wi-Fi. Wi-Fi есть как 2,4, так и 5 ГГц. И кнопка, опять же, для сохранения текущего видеоролика. Достаточно удобно, достаточно продуманно. Все эти кнопки работают. Могу сказать, что нравится. Над каждой кнопочкой есть LED-индикатор, который указывает текущий статус каждой функции. И что очень понравилось, это то, что они не сильно яркие. В принципе, ночью я еще не ездил с этим регистратором, но вот на Гармине, что мне первое, самое, что не понравилось, у него 2 LED красных индикаторов, которые указывают запись. И, они не красные, они моргают иногда другими цветами, но они очень яркие. И мне повезло, что регистратор помещается практически полностью за зеркалом. И я эти леды, эти лампочки почти что не вижу. Но иногда, если там
чуть наклонюсь или как-то еще поменяю положение, то попадает в кадр, так сказать. То есть вижу эти LED-индикаторы, они яркие и как бы привык, но тем не менее отвлекают. А на виофов эти все LED-индикаторы, я их днем, вот сейчас я смотрю, правда я в очках, они очень тусклые. И я предполагаю, что ночью они дискомфорта не будут создавать и не будут к себе привлекать внимание, и не будут, в общем, не будут отвлекать. И на этом, наверное, буду закругляться. Не знаю, когда еще будут у меня сравнения, потому что часто регистраторы не меняю, как я уже говорил. И сейчас я обновил регистратор только потому, что я начал выкладывать эти видео на YouTube, и хотелось бы показывать на YouTube картинку покачественней. А так бы я еще сидел с этим Гармином, он меня полностью устраивал. Единственное, что вот сейчас не устроило, это качество картинки для выкладывания в YouTube. Вот. Так что скажу вам до свидания. Смотрите видосики. Может быть, я начну о чем-то говорить в своих видосиках, но это не план пока что, это только мысли. Все, пока, хорошего дня.